Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. И сегодня вашему вниманию представляю обзор на следующую банкноту 50 злотых 1990 года из коллекционного альбома «Банкноты. Города польские», серия, которая не вышла в обращение. Банкнота 50 злотых представляет город Вроцлав. Вроцлав – город в Польше, расположенный на Силезской низменности на реке Одра, немецкий Одер. Это один из старейших городов страны, столица исторического региона Силезия. Город расположен на 12 островах, соединенных 112 мостами. Впервые название этого города, Вратиславия, упомянут в трактате о происхождении германцев и местоположении Германии древнеримским историком Публий Корнелием Тацитом. В этом труде, написанном в 98 году нашей эры, он отмечал, что здесь, на землях в среднем течении Одера, нынешней Одры, обитает восточно-германское племя силингов. Во времена великого переселения народов силинги отсюда ушли, а на их место явились племена славян, переиначивших название Вратиславии на свой лад – Вротицлав. И к 900 году Вротицлав превратился в городище с крупнейшим в здешних местах рынком, а места эти стали называться Силезией, как считают современные историки, по имени племени силингов. По другим преданиям, город был основан чешским князем Вратиславом. Польское название города Вроцлав происходит от его имени. К концу X века Вроцлав и вся Силезия были завоеваны польским князем. Датой основания города считается 1000 год, когда Болеслав Храбрый и император Священной Римской империи Отон III учредили в городе римско-католическое епископство и был построен замок и собор. В средние века Вроцлав был столицей княжества Силезия. В 1241 году Вроцлав был разорен монголо-татарами. Восстановлен город был в 1261 году. С 1335 года Вроцлав был под властью Чехии, а в 15 веке под властью Габсбургов. В этот период широко использовалось другое название города – Бреслау. В 1741 году город был присоединен к Пруссии. Вроцлав, так же как и Гданьск, был одним из городов Ганзы, Ганзейского союза, крупного политического и экономического союза торговых городов северо-западной Европы, возникшей в середине XII века, который просуществовал до середины XVII века. Цветок Европы, жемчужина городов. Вот лишь малая часть тех эпитетов, которыми заслуженно награждали ганзейский Вроцлав, благодаря его рыночной площади, которая в то время была крупнейшей и красивейшей в Восточной Европе. В XIX веке город был важным промышленным центром. Вроцлав, тогда Бреслау, стал текстильной столицей Германии и важным железнодорожным узлом. Во времена Второй мировой войны город был под властью нацистов. Многие пригороды и районы, носившие славянские названия, были переименованы. Весной 1945 года Бреслау стал одним из немногих городов, оказавших упорное сопротивление наступающим частям Красной Армии. 6 мая 1945 года Бреслау капитулировал. Значительная часть города была разрушена. Сейчас Вроцлав – один из крупнейших городов Польши с населением более 600 тысяч человек. Он известен своей рыночной площадью с нарядными домиками и современным фонтаном. Здесь также можно увидеть готическую ратушу с большими астрономическими часами. Недалеко от нее расположен музей «Рацлавицкая панорама» с огромной картиной, изображающей эпизод национально-освободительного восстания 1794 года. На другом берегу реки находится спортивно-развлекательный комплекс «Зал столетия» с гигантским куполом и высоким шпилем. Вроцлав – это центр студенческой и культурной жизни Польши. Здесь гармонично сочетаются немецкая архитектура, панельные многоэтажки из советского прошлого и хорошо спроектированные современные здания. А благодаря статусу культурной столицы Европы в 2016 году город получил еще больший толчок к развитию. Лицевая сторона банкноты. Ратуша Вроцлава. Здание, построенное в стиле поздней готики, расположенное на рыночной площади Вроцлава. Ратуша является одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических памятников Польши, важнейшим архитектурным памятником Вроцлава. Здание ратуши строилось несколько этапов на протяжении 250 лет с конца XIII века до XVI века. В
1299 году по 1301 годы была построена основная часть здания, главным назначением которого в те времена была торговля. 1328 по 1333 годы здание было расширено, добавлен верхний этаж. Это расширение продолжалось в течение всего XIV века с присоединением дополнительных комнат, в первую очередь помещения для суда. Ратуша постепенно становилась ключевым местом коммерческих и административных функций города. В XV и XVI веках Вроцлав стал процветающим городом, что нашло свое отражение и в отделке зданий ратуши. В 1580 году появился богато украшенный восточный фасад с астрономическими часами. Южный фасад украшен скульптурами, изображающими сцены из городской жизни. Быстрое развитие города повлекло за собой необходимость разместить дополнительные службы в здании ратуши. Внутреннее распределение пространства постоянно менялось. В XIX веке появились два основных изменения. Прежде всего, суд переехал в отдельное здание, а центральное место ратуши занял городской совет. Изменения также коснулись и внешнего вида здания. Фасады были покрыты вьюном, что придало ратуше готические черты. Во время Второй мировой войны ратуша была сильно повреждена. Реставрационные работы велись вплоть до 1953 года. В настоящее время в ратуше расположена мэрия, городской музей Вроцлава, а также самый старый в городе пивной ресторан, открытый в 1275 году, находившийся в подвальном помещении. Оборотная сторона банкноты. Изображение городской печати Вроцлава. В начале муниципального самоуправления, возникшего в Европе в первой половине XII века, была разработана печать, предназначенная для удостоверения подлинности документов, выпущенных от его имени. Эту функцию выполняла общегородская печать. Первая эмблема, которую можно считать символом города, датируется 1262 годом, то есть во времена правления Генриха III Белого. Это двуглавый орел, помещенный в поле 60-мм печати. Городская вроцлавская печать является самой большой городской печатью 1292 года. Уплотнение диаметром 80 мм. Иоанн Креститель на фоне сводчатых городских ворот с двумя башнями по бокам, а также треугольным фасадом церкви сзади. Святой Иоанн Креститель идет прямо в длинных одеждах. Его голова окружена нимбом, правая рука поднята, знак благословения. Надпись вдоль обода гласит «Sigillum Civitatis Wroclavia» – печать города Вроцлава. Это был обзор банкноты 50 злотых 1990 года из коллекционного альбома «Города польские». Банкноты, которые не вышли в обращение. В следующем обзоре вашему вниманию будет представлена банкнота 100 злотых. На этом обзор закончен. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами надолго не прощаюсь. Всем желаю хороших пополнений. Всем добра. До новых встреч.